Яйца решил отварить. Картошку опять запек в костре. Все полегче будет. Ноша. Так, что посолить надо. Что там, соль? Вот интересно. Турецкое радио слушаю. Такие песни бодрые. А вчера вечером польское поймал на длинных волнах. Качество звука потрясающее. Концерт какой-то передавали. Про Баобаб там что-то. Организация Баобаб у них есть. Но польский язык я не понимаю, что они там говорили. Только изредка какие-то слова. Купил я расташку 2 бутылки соевого соуса, вот такого вот. А может это терияки соус маринад. Вот что это. А это оказывается даже не соевый соус. Ну неважно. И одна из них пока ехала, раздавилась чем-то. И в лодке у меня этого соуса натекло. Все им покрылось. В общем, авария была. Ну ничего страшного. Интересно, существует ли в Турции космическая программа? Devletimizin beka kemalisine, ordularımızın devam muzafferiyetine, işler, yediler, kırklar, göçenler zemine devranına, diyelim. Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri düryan, meydan-ı şehadette Allah yollara van. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan, adüden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey serdar. Вот та же Саудовская Аравия, допустим, богатая страна, до сих пор даже не слышно, чтобы они запускали в космос что-то. Кара-Дениз. Это я знаю, что такое. Это Черное море. Кара-Дениз. Что-то про Черное море они там рассуждают. А так бы Саудовская Аравия запустила бы
корабль на Луну. Было бы это впечатляюще. Вот, яйца-то я поел. Теперь дело за картошкой. 6 штук я приготовил. Посмотрим, что такое там получилось. Ой. О, желтенькая. Посмотрим. В Белоруссии мастера картошку запекать. Там с давних времен искусство это развито. Все, что с картошкой связано. Запекать. Драники всякие делать. Люди умеют. Это вот я даже чистить ее толком не умею, как надо. Решили, что она не пропеклась, что ли. Да. Это позор. Да. Эта картошка что-то неудачная. Вот это получше, наверное. Тоже не пропит. Час почти там лежала. Вот зараза. Ну это вроде как немного получше, но... Не, это Epic Fail. Вот что это такое. 6 картофелин. Значит, оставшиеся надо доделать. Эх, вот беда. Ну вообще. Неустойчивая тут конструкция. Ой. Вот так случается порой. Но это жизнь. Это жизнь. Он вчера зубной пастой испачкался.
Ну что ж, бывает. Пусть пожарится еще. Чё ж мне компотик, пожалуй, попью. Надеюсь, ничего не случится. Да уж, несчастье вышло с этой картошкой. А компот я в этот раз с места не брал. Он сварил из чего? Изюм и чернослив. О, настоялся 2 дня уже. Холодно на улице, не портится. А вот летом он как-то не идет. Казалось бы, компот летом, нет. Вот оказалось, что весной. Весной он лучше идет. Ну, на мой взгляд. Ну, а картошка пусть еще пожарится. Видимо, жар недостаточный был. Уже я их пробовал есть. Вообще безвкусное, выварилось все. Без толку эти сухофрукты есть. Оставлю птицам небесным, которые не жнут и не пашут. Ой, 2 кружки компота засадил. О, сладкий. Сахара у меня еще немного остается. Но весь я его на компот не буду переводить. Еще немного оставлю для мучных изделий. Муки там 2 килограмма. Вообще зашел Магнит в Осташкове. Такое удручение. Сахара даже нет нормального. Только какой-то дорогой там. Раньше 5 была плохая в Осташке, а теперь еще и Магнит стал. О как. С чего бы это? Ассортимент очень просел. Нифига там нет. Ну, гречка была, и рис был, и горох. А это самое как бы основное. Хотя ничего из этого еще не ел. Яйца ел, картошку ел, вон там доготавливается. А это уже на последующие этапы. Вот я сейчас соберусь. Вон вещи все вытащил. Палатку сверну, печку сложу. И Селигер ждет. Вроде ветра нет особо. Десятое мая сегодня 23-го года. Может, когда-нибудь, лет через 500, цифровые археологи будут смотреть древние записи YouTube, и у них будет ориентир.
А может и не будет этого ничего. Посуду сейчас соберу. А вот все. Приберусь, разберусь, упакую все как положено. Компот, это, конечно, сильная вещь. Посильнее Фауста, Гёте. Вещи собраны в лодку. Вот так вот. Тут ничего вроде не оставил. Костер, шишки для печи заготовленные оставил тут. Уникальная сосна. Возьму сейчас эту бутылку. Вот челюсть щуки. Огромная, зубастая, перо. Ну так, собирался долго. Муторная процедура, не люблю. Ну что делать? Надо ехать. Вроде ветра нет. Ой, вот переместился я на новую стоянку. Это условно так называемая третья стоянка. Вторая там, а это третья. Ой, вот забил в навигатор ее. Хорошая вещь. Что-то я его раньше не брал, думал так, по памяти. А на самом деле тут такие все эти заливы, что лучше, конечно, навигатор. Моторки еще ездят. Вот здесь вот был стол. Когда-то я на нем готовил картошку с яйцом, рассказывал об этом. Чай заваривал на нем. Вот тут вот как раз сидел, рассказывал про то, как правильно заваривать чай. Давно это было, несколько лет назад. Стола нет, даже следа не осталось от него. Сожгли, видимо, вахлаки. Вот как так люди делают, я не понимаю. Ой, моторка там едет. Вахлаки. Ломать не строить. Сила есть, ума не надо. И все такое подобное. Зачем? Был прекрасный столик, удобный, возле костра. Взяли и испортили. Там вот есть стол. Но этот был лучше. Это удивительная мебель, тут умельцами сделанная.
кресло, трон, скамейка. Вот приехал сюда. Но здесь я долго не буду задерживаться. Пожалуй, завтра, наверное, я уеду. Хочу все-таки вот туда, на Большие Плесы выйти. За мыс уйти. Был я сейчас вот там, на той стоянке. Здесь залив такой небольшой. Я вот туда вот заплыл, посмотрел. Ну там убогая какая-то стоянка. Ни дров, ничего нет. Здесь в лесу там есть кое-что. Правда, далеко достаточно, но ничего, я принесу. Мне много не надо, сейчас я пожгу чуть-чуть костер вечером. Перекушу. Сделаю палатку. Палатка у меня вот там стояла. Я помню, как я сюда приплыл. Ветер был. Еле доплыл. Волны. И вода вся желтая от сосновой пыльцы. Сейчас этого нет. Хотя время было примерно то же самое. Туда-сюда эти моторки ездят. Не люблю я все эти звуки такие. Очень красивые березы тут. Всякие другие деревья. Сосны. Ну и главное, скамейка такая, посидеть, посмотреть вот так вот. Отдохнуть. Жаль, стола нет. Уничтожили его вахлаки. Ну ничего, за тем столом поем. У меня картошка есть. Я ее все-таки дожарил. Вот эту вот печеную картошку допек. Но она, конечно, остыла немного. Это не страшно. Либо в сковороде разогрею, либо еще как. Поем сейчас. А так даже в голову не приходит ничего, что поесть. Рис, гречка. Что там? Хлеб у меня есть. Вот, может, хлеба поем. А то он испортится. Вот сейчас хлеб поем с солью. Картошку поем. Чай сделаю. Сильно раскладываться тут не буду. Печь там, все вот это не буду делать. Я уеду отсюда завтра. Чтоб не собираться долго. Только палатку, спальник. Ну, радио, конечно, вытащу. Как без радио-то? Послушать надо радио. Где-нибудь там на столике его установлю. Посмотрим, куда тут можно закинуть антенну. В общем, отдохну тут денек. Вот сегодня и завтра соберусь и туда. В неизведанные места. Вдоль берега там, конечно, я немножко так прошелся с полкилометра, там вот за тем мысом. Вдоль берега там ситуация нехорошая. Сначала тростник, потом заросли кустарников таких вот толщиной, наверное, вот с руку толщиной, плюс-минус. А потом резкий подъем вверх, такой крутой. Там не приткнешься. Я думаю, буду плыть так вот несколько километров вдоль берега. Это что, хорошо, если ветра нет, а если есть, то как быть? Все от него зависит, от ветра. На таких-то просторах. Вот здесь вот плес до того берега, ну я не знаю, километра 3. Это минимум. И там прям видно такая возвышенность начинается.
Это вот Валдайская возвышенность. Очень живописный вид. Холмы такие на том берегу, на другом, которые не относятся к острову. И кое-где группки деревьев, а на горизонте лес, уже поверху этих возвышенностей. Красиво. И сегодня ветра-то не было ветра почти что. Я проплыл спокойно. Вот буду сейчас вещи разбирать. Ну, может, рыбку попробую половить. Поймается хорошо, а нет так... Нет так нет. Переночую. И завтра уже пораньше соберусь. Хотелось бы. И отправлюсь в путь. Потому что, как я и планировал, этот поход все-таки не на одном месте происходит, а с перемещением. Ну, пусть недалеко, так вот на... Ну, сколько я отплыл? Километра 2-2,5, наверное. Плыл-то я всего минут 40. Посмотрел скорость средняя. Ну, 3-4 километра в час скорость этой лодки. Ну, то есть... ну, может быть, 3 километра там максимум. Отплыл. Да тут и не важно, как бы. Здесь не на скорость, не на дальность. Просто другое место. Тоже такой залив тут интересный. Лагуна такая, как и там. Но по виду как бы тут поглубже. Посмотрю, может, какая снасть более интересная тут употребима. У меня-то есть еще 2 спиннинга и удочка. Пока я только на 1 ловлю. Посмотрим. Покажет опыт. Сын ошибок трудных. И гений парадоксов друг. И случай Бог-изобретатель. Вот так вот. Ну вот, на новом месте новая щука. Ну, довольно неплохая, наверное, под килограмм. Вполне съедобного габарита. Вот, значит, из чего будет состоять у меня ужин. Подумал, я ее, наверное, буду варить. Супчик сделаю. С картошкой, с лучком. Жареная она все-таки немного суховата. Вот. Ездил за водой. И поймалась рыба. Костер тут уже образовался. Ну вот такая вот она. В общем, не маленькая. Трещал фрикцион в катушке. Прям спиннинг сгибался, так дергало. Вот более крупную ловил. Она так не дергала, она как-то вяла так. Просто тяжелая. А это прям билась, тащила. Спиннинг гнется, катушка. Тррр. Но все равно вытащил я ее. Почищу рыбку-то. И пойдет она в суп. Хочется суп сделать. А к ней, кстати, вон пиявка прилипла. Они, видимо, к рыбам тоже прилипают. Такая вот история. Вот выплыл я покататься возле моей новой стоянки. Тут тоже неплохо. Стоянка смотрит на восток, так что завтра, наверное, рано утром солнечные лучи ее зальют. А сейчас закат вот с той стороны. Солнце там за лесом садится. Вот здесь маленький островок.
Даже непонятно, можно ли на него высадиться, нельзя. Не буду пытаться. Вот здесь другой. Там на другом берегу деревни. Километра 2, наверное, отсюда. Через озеро. А моя стоянка вот там. Вон видна палатка, костер горит. Вот в таких местах. Красота. Небо вечернее. Весло. Выехал я с рыболовной целью. Ну, сейчас, по-моему, уже ничего не клюнет. Не знаю, как-то странно. В том году она чуть не в 10 вечера клевала. Сегодня поймал уже одну рыбу. И вышло у меня недоразумение. Поставил суп варить. Да что-то отвлекся, то палатку ставил, то другое, то третье. И вода почти вся выкипела. Так вот с супом я пролетел. Ну, поел рыбы вареной. Ну, что делать? Поплыву по облакам. Вот так вот. Поплыву туда. Посижу у костерка, чай заварю. Устал сегодня. Хоть и не очень далеко проехал, но это все-таки лодка специфическая. Не быстро она идет. Да с грузом. Пока то все развернул. Поставил палатку. Еще только спальник и коврик я там не устанавливал. Но это позже сделаю. Тащил сейчас бревно, чуть не надорвался. Такое тяжелое. Ну, оброс я уже немножко. Ну, что делать? Завтра побреюсь, наверное. Сзади там кто-то прыгает. Поплыву вот туда вот. Какое-то величественное зрелище. Вот такой вот костерок. С помощью мачете нарубил сырую сосновую ветку. Кинул туда, а одну положил сзади. Вон она там. Как экран служит. Ну такой импровизированный. Может потом ее тоже нарублю. Сижу тут на скамейке, более чем в 2 метрах. Довольно тепло. На улице 10 градусов или 9. Но это сейчас очень быстро прогорит. Но внизу там бревна. Нашел в лесу уже напиленные. Видимо, много лет назад такие прогнившие. Еле притащил. Тяжелые. Но притащил. В 3 захода. Вот такая вот красота. Сейчас все это прогорит, будет гореть бревна. Потом положу еще вот ту ветку. Возможно. Скажу я вам, господа, мачете — это вещь. Вот такие вот сосновые ветки разделывать намного удобнее, чем пилой, топором, чем бы то ни было. Мачете идеально для этого.
благородные доны. Покупайте мачете. Точите их алмазным напильником, чтобы придать остроту. И будет у вас суперинструмент для кострового дела. Beyazın beyazın, Türk'üm elinde kazan.